Маджоба, друзья! Сегодня 19 января. Всех поздравляю с прекрасным языческим праздником Водосвет. Вот в Грузию пришла зима. Еще пару лет назад в Грузии выпадал снег в Батуми. Через 2 часа он таял, и все были счастливы, выставляли кучу фотографий. В прошлом году снег выпал и пролежал уже дня 4. Мы только успели слепить снеговика, на следующий день его не стало. Сейчас снег лежит уже дней 10, и судя по прогнозу, будет лежать еще месяц. Что случилось? Масса вариантов, как всегда, в интернете. И один из них такой, что солнце от нас закрывает. То есть корпорация Amazon плюс Билл Гейтс уже в открытую заявляют, что мы будем закрывать солнце. И мы это прекрасно видим. Видим химтрейлы после распыления, после следа от распыления, который расползается, сразу же возникают тучи, которые закрывают солнце. И это по всему миру. То есть люди, которые общаются в определенных чатах, все об этом говорят, что солнечных дней становится все меньше и меньше, а химтрейлов все больше и больше. Тогда напрашивается вопрос, кому это нужно? Зачем это делается? И являются ли людьми эти Билл Гейтс и владельцы Амазона? Мое мнение такое, что если бы они были людьми, то солнце бы они не закрывали, потому что солнце нужно и им, и их детям, и любому человеку на этой планете. Пусть даже он является каким-то глобалистом, имеет какие-то свои проекты. Солнце-то ему нужно всегда, независимо от его интересов. Он может устраивать какие-то войны, кризисы, эпидемии, но без солнца человек не может. И отсюда вопрос, человек ли он, тот, кто все это затеял. И для чего нужны химтрейлы? Возможно, готовят нашу землю для кого-то, для прихода каких-то чужих, для тех, кому солнце и не нужно вовсе. Для этого истребляют нас и подготавливают почву для них. Вот есть такая версия. Ну, кто-то, может быть, думает, что это просто изменение климата, как нам рассказывают по телевизору. Лично я не верю в изменение климата. Я вижу климатическое оружие и действия его. Я вижу, как 50 торнадо обрушилось на Кентукки. То есть это штат, американский штат, который выступает против модной болезни, всем, что с ним связано. То есть для тех, кто не знает, в Америке есть демократические штаты, есть республиканские. Вот демократические, они под Байденом, и они поддерживают модные нововведения. А есть штаты, которые не принимают и скупают оружие и готовятся противостоять этому беспределу. Вот Кентукки один из самых активных штатов, кто с этим борется. И 12 декабря на него обрушилось 50 торнадо. То есть, я могу понять, 2 торнадо, 3 торнадо обрушилось. Но 50 торнадо, такого быть не может. Просто так и никогда не было. Этот штат просто стерт с лица земли. Мы помним, как в 2018 году в Калифорнию шли каким-то новым оружием из космоса, какими-то лазерными
лучами выжигали дома, машины, показывали, как расплавилась машина, стоящая возле дерева в 3 метрах, а дерево даже и не пострадало. То есть это точечное оружие было применено из космоса, новое. Вот это я все вижу, а не какие-то изменения климата, это все сказки. Какое-то время я не снимал участки из-за пасмурной погоды, так как в пасмурную погоду участки не смотрятся. То есть ты приезжаешь на участок, смотришь, вроде все есть, все, что тебе нужно, но не к душе. И когда ты ждешь солнечную погоду, приезжаешь на участок повторно, и участок наливается другими уже цветами. То есть совсем другая энергетика на участке, когда он залит солнцем, скажем так. Вот сейчас, пока пасмурно, я еду отснять коммерческий объект, коммерческий участок. Это участок в самом центре Батуми, можно сказать, в самом центре нового бульвара, на улице Ангиса. Осталось буквально 10-12 домов, которые еще не снесли. Рядом уже идет застройка высокоэтажными домами. А эти 10 участков еще инвестор не пришел. Но это вопрос времени, это максимум 2 года еще простоят эти дома. Итак, мы находимся на улице Ангиса, в самом центре нового бульвара. Вот этот дом, это наш объект. С другой стороны уже дома проданы, уже идет строительство 2 корпусов 28-этажных зданий. То есть этим домам, их здесь около 10, осталось совсем недолго ждать своего инвестора. И сейчас мы пойдем и посмотрим этот дом. Вот такой вот красивенький домик, но сама ценность здесь представляет, естественно, не дом, а сама земля. То есть земли здесь 1000 квадратных метров. 1 квадратный метр земли стоит $500. То есть цена данного объекта 500 тысяч американских рублей. Ну, вот он опять же дом. Вот он там вот уже строящийся объект. Также, помимо вот этой 1000 квадратов этого участка, здесь рядом еще 2 соседей также продают свои дома. То есть при желании можно купить 3 дома, это уже будет 3000 квадратов. То есть это уже объект, уже можно строить гостиницу, либо какой-то дом. Ну и сейчас зайдем, еще посмотрим непосредственно саму начинку дома. А вот это 2-й этаж. Здесь сделан хороший ремонт. Тут прихожая, спальная комната. Здесь 2-я спальная комната. Это 1-й этаж данного объекта. Здесь 1 комната. Здесь у нас туалет с ванной. Здесь прекрасная кухня. И здесь такая еще холодная комнатка имеется. Что касается моей звезды по этому объекту, свою звезду я этому объекту даю, но звезда это не как дому,
котором бы я проживал, а как вложению своих денег, скажем так, которые каждый день обесцениваются. В этот объект я бы их вложил. Поэтому моя звезда здесь есть. Я ее просто не могу не дать. Хочу сказать еще пару слов, пока нас тут окончательно не занесло. Как происходит в принципе продажа такой недвижимости. То есть приходит инвестор к хозяину и предлагает, то есть объясняет: я вам могу предложить за ваш объект 100 тысяч долларов, к примеру, наличными, и 40 тысяч, и 40 однокомнатных квартир в новом доме, то есть который он собирается строить. То есть он фактически вас делает также инвестором. Участок находится на второй линии от моря, то есть там где-то метров 300 от моря. Поэтому дом, соответственно, будет очень востребован. Особенно сейчас, когда идет массовое переселение в Грузию из других стран. Квартиры раскупаются как горячие пирожки. Сейчас квартир просто не хватает. Соответственно, и земли эти скупаются. И через, ну, вы, соответственно, приходите к какому-то общему знаменателю, да, то есть он вам предлагает там 40 квартир, а вы ему говорите: нет, 45 квартир. То есть приходите к общему знаменателю, и после постройки дома, а дома в Грузии строятся очень быстро, вы получаете свои 40 квартир, которые легко продаются, которые по своей цене, то есть в совокупности, да, те деньги, которые он вам изначально отдает, и те квартиры, которые вы получаете, то есть в совокупности они будут стоить гораздо дороже, чем потраченные вами 500 тысяч на данный момент. Плюс, пока нету инвестора, этот дом очень легко сдать в наем. То есть вот по соседству я знаю, что там есть дом, который сдается за 2000 долларов китайцам. То есть такой вот вариант, если вы не собираетесь сами в нем проживать. Ну, в общем, вот такой вот объект. Думайте сами, решайте сами. Но пасаран.